like a bullet train. Всем привет, с вами Страйкбольная кухня. И сегодня я хочу показать вам тактический пояс Воробей от российской компании Anna Tactical в модной расцветке Multicam Black. Внешне ничего необычного, но давайте сначала посмотрим на этикетки, одна из которых меня очень удивила. Именно эта этикетка меня приятно удивила. Если верить ей, пояс отшит из родного мультикама, и если это действительно так, это очень круто. Скорее всего, именно основная ткань из родного мультикама, так как стропы и окантовка 100% наши, от российской компании и ТГФ. Теперь непосредственно о самом варбелте. Он выглядит как классический варбелт с нашитыми поверх него 3 рядами сплошных моли строп. Единственный минус, что в комплекте нет внутреннего ремня. Но в этом плане мне повезло, так как у меня под рукой оказался ремень, купленный на AliExpress с неплохой репликой пряжки Cobra. Причем пряжка очень хорошего качества и отлично работает даже при случайном открытии одного из замков. В общем, именно этот ремень я позже установлю в этот варбелт. Посмотрим, как он в него встанет. Теперь давайте посмотрим поближе сам варбелт. На всю внешнюю поверхность пояса нашиты сплошные ячейки моли, но через каждые 3 ячейки в варбелте есть специальные сквозные прорези. Для чего они нужны, расскажу чуть позже. Далее. В варбелт встроены так называемые D-ринги, на которые может быть закреплены плечевые лямки. В данном случае D-ринги выполнены из пластика. По всей внутренней поверхности пояса вшита AirMesh сетка, которая позволяет пассивно вентилировать варбелт, когда он надет на пояс. Кстати, эта сетка отличается от той, которую я видел ранее, так как имеет более крупные ячейки и она более жесткая. Также под эту сетку вставлена какая-то пенка для более комфортной носки. Теперь давайте пробежимся по фишкам именно этого варбелта. Первое. Здесь предустановлена утяжка-фиксатор из стропы. Это очень удобно, так как не дает внутреннему ремню скользить внутри варбелта. Я уже сталкивался с этим на других варбелтах, когда у меня пряжка внутреннего ремня спокойно исчезала внутри боевого пояса. Второе. По поводу тех самых сквозных прорезей. Во-первых, они позволяют поясу лучше сгибаться, а во-вторых, можно комбинировать стропы с внутренним ремнем. То есть, если в какой-то секции вам не нужны стропы моли, а нужен сам ремень, это легко сделать, продев внутренний ремень поверх этих самых моли строп. Третья фишка – это упрощенная установка самого внутреннего ремня. Вам больше не нужно тратить 10 минут, чтобы продеть его внутрь варбелта. Для этого в варбелте внизу предусмотрен клапан на велкро, через который внутренний ремень продевается за 1 минуту. Помимо этого, именно через этот клапан можно напрямую на ремень закрепить доп. Снаряжение, например, на бедренную кобуру или быстросброс. И это уже без необходимости продевать ремень поверх ячеек моли. То есть не тратя на это ячейки моли, на которые можно подвесить что-то еще очень необходимое для первого эшелона. И это очень крутая фишка. Внутри пояса есть дополнительные шлевки для фиксации ремня. У меня сейчас узкий ремень, но шлевки рассчитаны на ремень шириной до 53 см. Помимо шлевок внутри вшита липучка для установки поясных ремней этого же производителя. На них как раз есть ответная часть велкро липучки. И именно это исключит на 100% любое скольжение ремня внутри пояса. Теперь давайте я попробую установить этот ремень внутрь этого пояса. Для этого расстегиваем фиксатор с одной стороны и продеваем в него одну часть ремня. С помощью нижнего клапана спокойно продеваем ремень дальше.
Кстати, давайте попробуем продеть его во внутренние шлевки. Очень странно, почему-то пряжка в них не хочет проходить. И заметьте, это не самая крупная пряжка. Возможно, ребята из Anna Tactical прояснят этот момент. Продолжаем установку, расстегиваем второй фиксатор и продеваем ремень полностью. Выравниваем ремень относительно варбелта, закрываем нижний клапан и застегиваем фиксаторы с двух концов. Как вы видите, все очень легко и занимает по времени не больше 1 минуты. А теперь давайте попробуем сравнить его с другим варбелтом, но от компании Airsoft Rus. Все замечательно, но, во-первых, у него нет этих прорезей. Во-вторых, для крепления кобур здесь расположены 3 сквозные прорези снизу. Напомню, у Anna Tactical эта прорезь по всей нижней поверхности ремня, и вы ограничены в этом плане только своей фантазией. В-третьих, кольца D-Ring здесь металлические, поэтому только дальнейшая эксплуатация покажет, насколько пластиковые кольца хуже. В любом случае, металлические кольца в этом плане, конечно, на порядок лучше. В-четвертых, у этого варбелта уже предустановлен внутренний ремень, но с обычной пластиковой пряжкой. По стоимости эти варбелты почти равны. И тот, и другой стоят около 2000 рублей. Но повторюсь, в варбелте от Airsoft Rus уже включен внутренний ремень, а у Anna Tactical он отдельно стоит 900 рублей. Но главный минус черного варбелта от Airsoft Rus в продевании внутреннего ремня. Как я показывал ранее, ремень в пояс от Anna Tactical продевается за 1 минуту. С этим ремнем так быстро это уже не получится, как раз из-за отсутствия того самого нижнего клапана на велкро, который есть у Anna Tactical. Помимо всего этого, у черного варбелта от Airsoft Rus прикольная система фиксации внутреннего ремня, а именно внутри с двух сторон нашиты велкро липучки, за которые цепляется внутренний ремень. И именно из-за них вы поймаете основную головную боль. Лично я при смене ремня вставлял картонки и между ними протаскивал сам ремень, и это очень неудобно. Логичный вопрос, который вы мне зададите: зачем ловить этот геморрой с ремнем, когда он уже установлен? Но если вы захотите заменить пряжку на более качественную, вот тогда вы и поймете то, о чем я говорю. Кстати, именно эти подсумки с прошлого обзора я буду ставить на этот варбелт. Оттенок просто супер. Касательно фишки с сквозными клапанами варбелта, давайте я покажу, как это работает в деле. Если по какой-то причине нам нужен в этой области именно ремень, мы его пропускаем поверх ячеек. Если необходимо, чередуя его в шахматном порядке или в любом другом месте.
Мне кажется, это действительно круто. И теперь с помощью этого можно установить доп. Снаряжение напрямую на ремень, минуя ячейки мода. На этом у меня все. С вами была Страйкбольная кухня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока.